Друзья, всем здравствуйте, всем хорошего дня, отличного настроения и бесконечной фантазии. Сегодня у нас будет достаточно интересный видеоролик. Значит, Америку я открывать не собираюсь сегодня. Сегодня мы будем делать с вами 3 способами самодельную глину для лепки, для закладывания в молды, ну, кому чего. Вот. Значит, способы эти я видела в интернете, я их опробовала, мне понравилось. И, в общем-то, хочу с вами поделиться. Плюс к этому я вам расскажу. Моя фантазия сработала, она такая, долго была в отпуске, а теперь она прям бушует тут. Я кое-что придумала, и этим интересным я с вами поделюсь в конце ролика обязательно. Значит, смотрите. 3 способа будет. Связующее у нас будет одно. Это полимерный клей титан. Не обязательно титан, они разные есть. Вот именно полимерный клей. Он такой прозрачный, тягучий. Вот, в моем случае титан. Вот я купила полимерный клей. Полимерная шпаклевка Витонит. Это финишная. Без всяких наполнителей. Прям мелкая-мелкая. Дальше у нас будет крахмал работать. Кукурузный можно, картофельный, но я люблю больше с кукурузным работать. И третье у нас наполнитель, это древесная пыль, мука. Ну вот она настолько мука, прям мука. Это не то, что покупать, знаете, я смотрела, покупают на Вайлдберрис, там где-то еще какие-то вот гранулки такие спрессованные, опилки, потом их что-то делают в кофемолке. Я этого не делала, но я думаю, что все равно вот такой прям фракции, прям совсем пыльной не получится в кофемолке. Поэтому, знаете, лучше найти где-то столярную мастерскую, где-то мебельная. У них очень много вот этих отходов, именно этой пыли. Они так ее отдают. Чем брать вот эти вот гранулы, там что-то их раскрашивать в кофемолке. Ну, считаю, трата времени и не нужно все это. А вот этой пыли в любой столярной мастерской как грязи. Дальше нам понадобится вазелиновое масло и глицерин. Если нету этих компонентов, можно заменить легко растительным маслом, либо маслом Johnson's Baby. Вот. Ну и все вроде, больше ничего. Начинаем мы с вами. Давайте с Витонита. Сейчас я вам сделаю обзор, поближе покажу, какие у меня материалы. И мы с вами начнем. Первый способ, потом второй, затем третий. Поехали! Ну что, ребятушки, первый у нас будет Витонит, шпаклевочка. Беру баночку, наливаем клей. Делаю на глаз все, нет тут никаких пропорций. Как тесто замешиваете, так же и с глиной. Налила клея, теперь беру глицерин. Ну, наверное, можно и масло, ребят, но с маслом я не работала. Я работаю с глицерином. В любой аптеке он есть, стоит он копейки, поэтому работаю с ним. Где-то примерно, скажем так, вот это у меня столовая ложка. Не полную столовую ложку. Я вот на вот это вот, на 1,5, наверное, здесь столовые ложки клея я добавляю и перемешиваю. Смотрите, какая реакция происходит. Клей начинает вот собираться. Тут какая-то у них между собой реакция. Вот. Клей как в кучу начинает собираться. Не знаю, с маслом будет такая реакция, нет. Попробую сейчас попозже. Скажу вам. Теперь добавляю сюда вот в эту массу шпаклевочку. Постепенно добавляю. Ложечку сначала. Начинаю вымешивать.
что мне тут попалось. И еще ложечку добавляю. Сильно туго не замешиваем, потому что когда полежит тесто, а ему нужно будет не тесто, глина, полежать после того, как мы его замесим, оно немножечко начнет уплотняться. Поэтому вот достаточно. Вот смотрю, насколько хорошо дает отпечаток руки там или пальца. Держит отпечаток. Все, достаточно. Вот. Не крошится, но уже особо сильно не тянется. Вот такое вот мягкое. Все, теперь я это все убираю в целлофанчик. Плотненько закрываю. И пару-тройку часов даю полежать. Вот убираем сюда в контейнер. Следующий у нас крахмал кукурузный. Принесла масло. Сейчас хочу попробовать с маслом. Берем наш контейнер, ложечку. Так, сначала клей. Я на маленькие порции делаю, ребят. Мне не нужно много. Мне надо израсходовать все это. Какие-нибудь фигурки наделаю. Теперь попробуем масло налить. Ложку. Также чайную. Посмотрим, будет она так давать такую реакцию. Дает, тоже белеет все это. Но не такую, ребят. От глицерина оно прям в комок собирается. А тут вот течет. Посмотрим, что получится. Вымешиваем хорошо клей с маслом. Правильный замес дает хорошую глину. То есть, насколько правильно вы замешаете, настолько качественную глину вы получите. Последовательность. Клей, масло, либо глицерин, и только потом уже наполнитель. В нашем случае сейчас у нас будет наполнителем крахмал. Опять постепенно замешиваем. Из-за того, что мы добавили сюда масло, к рукам, видите, не прилипает. Вот она. Опять туго не замешиваем, потому что после отлежки, как она отлежится, оно чуть станет плотнее. И с каждым днем оно будет становиться все плотнее, жестче. Вот что у нас с вами получилось. Также убираем в пакетик на 2-3 часа. Ну что, ребятушки, третий наполнитель у нас будет древесная мука. Будем делать а-ля древесная паста. Все то же самое. Клей
Наливаем. Затем глицерин. Все-таки мне нравится больше, как глицерин взаимодействует с полимерным клеем. Вот если мы масло добавляли, оно белело, но все-таки было такое жидковатое, то глицерин, он как вот связующее, что ли, такое работает очень хорошо. Вот сейчас прямо на ваших глазах, в принципе, мы смотрим. Вот я начинаю перемешивать клей с глицерином. И видите, сразу он лучше работает, как связуемое. Вот, связуемое. Вот оно. Видите? Все сразу собрало в комок. А теперь также добавляем сюда понемножечку древесную пыль. Древесную пыль добавляем потихоньку, потому что она имеет свойство разбухать, поэтому тут не переборщить со самой пылью. Понемножку добавляем, хорошо вымешиваем и смотрим. Конечно, такая древесная паста никаким образом не сравнится с натуральной, с настоящей, которую изготавливают на заводах, там, я не знаю, по рецепту. Там совершенно другое качество у древесной пасты. Кто работал с оригинальной древесной пастой и с самодельной древесной пастой, тот знает разницу. У меня есть на канале видеоролик, я рассказывала все о древесной пасте, она же древесная пульпа. Вот, и там побольше информации о таком, об этом составе, что это такое, для чего оно. Все. Тут много вымешивать, добавлять не надо. Тоже отправляем на пару часов. Ну что, мои хорошие, прошло 4 часа. Вот, теперь будем смотреть, что у нас получилось. Я приготовила тут 3 молдика. Будем закладывать все 3 пасты в молды и смотреть, какие дают оттиски и как себя ведет паста. Начинаем с крахмала. Посмотрим. Так, перед тем, как закладывать нашу глину в молды, я ее слегка пробрызгиваю силиконовой смазочкой. У меня вот такая вот. Дешевую беру, она как бы хорошо справляется. Можно другой какой-нибудь, силиконовая смазка. Эти уже у меня обрызганные. Поехали, смотрим. Это крахмал. Вот, полежала, уже более такая плотная стала. Она не должна быть сильно мягкая, но и совсем плотную тоже не надо. Если вы закладываете в молд и чувствуете, что она слишком мягкая, чуть-чуть просто вот в крахмал добавьте, вот, чуть-чуть обмакните и сделайте поплотнее. Вот. Поехали, заложим, сейчас посмотрим, что нам даст это. Специально взяла маленькие такие вот молдики, чтобы понимать, насколько тяжело будет вытаскивать, как будет сохранять форму и будет ломаться или нет. Пробуем вытаскивать. Ну что, смотрим.
Можно, в принципе, покруче тесто это замесить, глину. Мягковатое. Ну а так отличный оттиск. Сейчас покажу вам поближе. Вот такой мелкий, но все детальки отпечатались очень даже хорошо. Вот видите? Вот такой вот декоративный элементик у нас с вами получился. Так, это у нас крахмал. Твердая пятерочка, прям твердая. Здорово. Дальше поехали. Дальше давайте шпаклевочка. Это у нас со шпаклевки мы делали. Достаем. Тоже приятная на ощупь глина, но уже чувствуется, что она не такая эластичная, как из крахмала. На разрыв вот что у нас получается. И в руках немножечко вот как бы как песочек остается. Шпаклевка, видимо. Отщепляем кусочек. Убираем. Поехали. Ой, ну это, наверное, вот я думаю, что для шпаклевки вот это вот сложновато. Давайте тоже сюда сделаем. Посмотрим. Вытаскиваем. А вы знаете, я вам скажу так, что от шпаклевки намного четче получился декоративный элемент. Перенесла на картон, чтобы вам было лучше. Вот смотрите, вот это шпаклевка. Посмотрите, как четко рисунок. Вот это крахмал. Тоже рисунок вроде как четкий, но не настолько, насколько шпаклевка. Так, ну что, едем дальше. И третий у нас. Третий это древесная паста, пульпа своими руками. Вот, пожалуйста. Дала. Перед использованием надо будет обязательно вымесить, чтобы понять, ручками почувствовать, насколько, чтобы не сильно она мягкая была. Вот она, древесная пульпа, у нас вот так вот на разрыв выглядит. Давайте закладываем ее для чистоты эксперимента в этот же молд и посмотрим, что нам даст этот вариант. Давайте мы вот сюда ее сразу и выложим. И все сравним.
тоже достаточно четкие оттиски. Покажу вам на светлой поверхности. Вот тоже достаточно хороший вот оттиск получился. Четкие рисуночки. Ну что, ребятушки, подведем итоги. Смотрите, работают все три глины. Все три. Значит, по пластичности приятно в руках держать. Это, конечно, крахмал. Приятно в руках держать, он такой весь эластичный. Но оттиск из него получается не такой четкий. Четкий, но это, знаете, может быть, я придираюсь. Но мое мнение, что вот более четкие оттиски дают это шпаклевка и древесная паста. Ну, в общем-то, номер один для меня это шпаклевка. Вот здесь. Это номер один. Потом идет древесная паста. И вот, в общем-то, по качеству оттиска номер 3 идет крахмал. С декоративными элементами от молдов из молдов мы с вами определились. Теперь давайте попробуем полепить из каждой глины, что у нас получится. Начинаем со шпаклевки. Просто вылепить там какие-то листочки, завитушечки. Посмотрим в лепке, какая глина поведет себя лучше. Это у нас шпаклевка. Она немножечко жвачку такую напоминает. Ну, вот листик, допустим, слепить там. Неплохо. Но я думаю, что шпаклевку, если из нее лепить, то детальки должны быть такие не тоненькие, а достаточно толстенькие, потому что иначе будет как рассыпаться, что ли, она. Ну, вот листочек, допустим, такой вот. Можно его как-то так вывернуть. Неплохо, можно лепить из нее. Сейчас попробуем давайте из древесной пасты. Получится ли у нас с вами лепить из древесной пасты? Такой же листочек какой-нибудь. Вот, можно и из древесной пасты лепить. Тоже неплохо. Изгибается, все эластичное. Теперь попробуем с крахмалом. Знаете, вот смотрите, у крахмала можно очень тонко прям, тоненько прям сделать краешки, изогнуть их волнами с древесной муки и со шпаклевки. Такая лепка не получится. А тут прям можно вот так вот тоненькие прям сделать края. И вот такой вот изгибистый листик всякий. В общем, по лепке для меня, вот именно лепить просто, для меня фаворит, конечно, это глина из крахмала. Именно по лепке. Первое место отдаю ей. Крахмал. Второе шпаклевка. И третье древесная паста. Каждый может попробовать кому что угодно, подержать в ручках, попробовать, поэкспериментировать и понять. Для меня
удобнее крахмалом лепить. Ну что, мои хорошие, я не просто показала вам, что из этой глины, помимо того, что ее можно закладывать в молды, с нее можно еще и лепить. Для чего? Я готовлю вам сейчас еще один интересный мастер-класс. Мы с вами будем делать шкатулки. Одну шкатулку мы будем украшать с помощью самодельной глины, закладывая в молды, получая декоративные элементы и, в общем, приклеивая их к шкатулке. А вот вторую шкатулочку мы с вами будем украшать без молдов, ведь не у всех они есть, а красоты хочется всем. Поэтому мы будем с помощью лепки из самодельной глины создавать красоту. Я покажу и расскажу вам все подробненько в следующем мастер-классе. Ссылочка на этот мастер-класс будет в описании под видео, но позже, когда он выйдет. Так, теперь, значит, сохнут наши глины, прям чтобы затвердели, вот такие тоненькие, за пару часов и все. Высыхает. Если вам нужно на какие-то, допустим, вот такие полукруглые поверхности приклеивать, то это вытащили, дали минут 5 обветриться, клей ПВА и, пожалуйста, либо клей Момент. Кристалл, резиновый, разницы нет, у кого что есть. На ПВА тоже пойдет. Хранить глину в пакете, хорошо завернутом, и в каком-нибудь контейнере, тоже плотно закрытом. Значит, глину из шпаклевки не более 2 недель, потому что потом начинает каменеть. Глину из крахмала и древесной муки можно хранить месяц, может быть и больше. Ну, больше у меня она не задерживалась, поэтому тут сказать вам ничего не могу. Запах присутствует, поэтому все должно быть завернуто хорошо. Ну, не критичный запах, это вот от клея. Можно и без респиратора спокойно работать. Так, еще чем хороша глина именно на полимерном клее, который мы с вами сделали. В интернете множество видеороликов, где показывают, что можно сделать из крахмала, с ПВА делают холодный фарфор. Можно и его закладывать в молды, такие небольшие, не глубокие. Крахмал с ПВА в глубокие молды, то есть в объемные, не закладывайте, потрескается. Он хорош только для того, чтобы вот делать тоненькие такие молды. Клей ПВА с крахмалом. Для чего говорю, чтобы не путали. Только такие тоненькие молды можно делать. А вот в нашем случае с нашим клеем, с полимерным, мы можем нашу глину закладывать и в глубокие молды. И трескаться не будет, не даст трещин. Вот я сделала вот этот вот ангелочек, я сделала из глины с крахмалом. Заложила, он глубокий, он объемный. Видите? Он уже высох, трещин он не дал. Если крахмал с ПВА, то такой объемный декоративный элемент делать нельзя, потрескается. При высыхании будут трещины. А в нашем случае с полимерным клеем можно. Это из крахмала, это, посмотрите, я из шпаклевки сделала. Вот, из шпаклевки с полимерным клеем. Вот такую ящерку. Посмотрите, какая она объемная, большая. Она высохла, но трещин нигде нет. Поближе покажу вам, ребятушки. Посмотрите. Вот она. И трещин нигде нет. Это очень здорово, что не дает трещины. Вот из крахмала ангелочек такой. Тоже видите, насколько объемный. Высох, трещин нигде нету. Изделия из глины со шпаклевкой лучше приклеивать на клей Момент. Кристалл, резиновый. А вот древесный и крахмал можно и на ПВА.
Вот. Тут я вам вроде все рассказала. Окрашивать можете любыми красками. Все легко ложится, все хорошо держится. Ну что, мои хорошие, вроде все показала, рассказала. Если что-то забыла, упустила, спрашивайте в комментариях. Я на связи, я всегда отвечу. Если вам был интересный и полезный этот видеоролик, не забывайте, пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Ребятушки, у меня и на Рутубе, и на Дзень, и на Ютубе везде каналы. Ссылки на мои каналы будут в описании под видео. Подписывайтесь. Очень дорожу своими подписчиками. Я боюсь потерять, мало ли что случится. Поэтому подстрахуемся и подпишемся на все каналы. И тогда мы будем уверены, что мы никогда не потеряемся. Ну а я буду готовиться к следующему мастер-классу. Надеюсь, он будет не менее интересный. И до новых встреч на новом мастер-классе уже очень-очень скоро. Всего доброго, ребят!